Вот она, середина лета, когда открытие охоты на болотно-луговую дичь наполняет радостью сердца лягушатников и спаниелистов. Должно наполнять. Но север Кировской области на этот раз встречают дождями, которые идут уже второй месяц при температурах от 0 до... Ну вот сейчас у нас +5. Дороги развезло в хлам, реки все в паводковом уровне. Одним уткам, похоже, все это только на пользу. Дождь идет с утра. А какая охота в дождь? Даже если птица и будет где-то по краям хохлиться, запах смывает, и собаке работать сложно, а ходить просто так мокнуть. Ну какой смысл? А кстати, если у кого-то есть опыт охоты с легавой в дождь, большая просьба описать его подробно в комментариях. Ну, а мы с моим товарищем Дмитрием пока уже третий час ездим просто посмотреть, что где покосили. И, честно говоря, мало чего интересного находим. А паузы между приступами мороси настолько малы, что не приходится всерьез рассчитывать между ними поохотиться. Только уже ближе к обеду мы останавливаемся возле пары маленьких покосов. Почему маленьких? Потому что прогноз на весь сегодняшний день пророчил облажной дождь. И мы сознательно не поехали на большие луга, а стали искать вот такие маленькие покосы, где в случае чего до машины можно в 5 минут добежать. А второй фактор – это Гай, мой курцхар. Давай, Гаюшка, пойдем птичку поищем. Он травмирован и хромает, а ввести его в строй, то есть подготовить в лугах к сезону, даже по погоде возможности не было. Это его первый после зимы выход, и надо строго дозировать нагрузку, чтобы не ушатать собаку за первый же день. Собственно, для этого и нужен ошейник Dog GPS, чтобы контролировать трек курцхара и подстраховать от автоподачи, срыва на подачу без команды. Как я уже сказал, охоту с легавой в дождь и даже сразу после дождя я считаю малорезультативной. Птица обычно слабоактивная, кормовые наброды смывает, уровень фонового запаха, на который легавая в первую очередь ориентируется в поиске, довольно низкий. И сама птица, двигающаяся мало и неактивно, дает меньше запаха, чем обычно. Это если она вообще выходит в луга на кормежку, а не отсиживается в некосе, откуда ее ничем и никем не сковырнуть. Но на все бывают исключения. И в этот раз не успеваем мы отойти и сотни метров от машины, как Гай уже стоит. А теперь то, что я сам, как оператор, увидел только в записи. Итак, ветер направо, Гай стоит носом влево. Первый дупель поднимается четко за собакой при подходе Димы. Вторая и третья птица впереди, и тоже не по чутью. А по кому стоял Гай, так и осталось за кадром. Ну, бывает и так. Главное, что охотнику это обстоятельство ничуть не испортило радости от первых и довольно неожиданных трофеев. Апорт. Ай, молодец. Ай, молодец. Все, с дуплетом. Спасибо, супер, отлично просто. Спасибо Гаю. Дальше мы идем на нижний луг. Сверху он казался более перспективным в плане возможного наличия птицы. Может быть, весной его даже заливает, а по классике именно заливные луга привлекают дупеля в первую очередь. И сразу бипер, стойка. Да, вперед. По краю, что ли? Но собака на этот раз не уверен и не может быстро разобраться. Очевидно, на луже недавно кормилась птица, и свежий фоновый запах сбивает собаку с толку. Наконец, поняв, что самой птицы тут уже нет, Гай снова уходит в поиск. Но только мы направляемся к центру луга, опять стойка.
Дупель-то все-таки был, но отбежал. И взлетает он при подходе. Далековато. Но мне показалось, что Дима все-таки его зацепил. Поэтому теперь надо идти к некосе на краю луга, куда вроде бы села птица. И не зря. Отдай. Отдай. Отдай, отдай. Хороший, хороший, хороший. Вот молоденький, очень молоденький. Не нагулял жиру еще совсем. Хотя нет, есть жирок, есть. И снова в поиск. А ходить-то уже жарко, хотя по-прежнему моросит. Вот не самая ожидаемая встреча. Сова. И днем на лугу. Луг этот в итоге мы закончили довольно быстро. Но против ожидания никого на нем больше не нашли. Ну что, для такого дня и для дождика 3 дупеля за 1 час. Это очень даже хорошо. Оставалась еще значительная часть расположенного выше первого луга, на котором Дима открылся дуплетом. И вот тут я просто поленился заходить против ветра. Типа, ну вряд ли тут много чего найдем. Пойдем по ветру. Но буквально в 30 метрах от места первого стрела нас уже ждал сюрприз. Стоп, давай перезаряжусь. Дим, да ты сегодня 100%. Что-то пока получается, да, радует. Оказалось, что в первый заход мы зацепили самый край хорошей плотной высыпки дупеля, а практически вся она осталась у нас за ветром. Вперед, Гай. Спасибо. Вот это пальцо! Вот это пальцо! Сколько здесь их! Гаюшка, молодец! Молодец, Гай! Ну что, ну давай, ну давай. Ну, вот этот вообще жирнючий, он взлетал. Ему тяжело было. Ему было нелегко. Вот так за полчаса мы закончили и этот лужок, давший довольно неожиданный результат. Потому как обычно дупеля на косогоре, да еще на незаливаемом весной луге, здесь не встретишь. Вперед. Молодец. Ну, роскошно, роскошно. Сегодня день так начинался
Ни шатка, ни валка. Дождь лил, и как-то мы по поле не могли нужное найти, а потом сюда приехали, и как пошли они взлетать прекрасно. Птица есть, и она в хорошей кондиции, то есть птички очень нагуляли жирку. Конечно, не такие, как сентябрьские, но крупные, хорошие, в хорошей кондиции дупель. Кстати, за 2 часа охоты со съемками мы прошли вряд ли сильно больше пары-тройки километров. А Гай тем временем набегал почти 11. Ну, кажется, совсем не устал. Так что здоровья на завтрашнюю охоту ему должно еще хватить. Но об этом в следующей серии, которую вы наверняка не пропустите, подписавшись прямо сейчас на канал. А вот теперь до новых встреч!